Раз. Вроде работает. Так, начинаем новый стрим, 25-й. И начинаем его, как обычно, с проверки. Привет, ВК Лайф. Привет, просто ВК. Привет, просто ВК. Привет, Бусти. Привет, Привет, YouTube. Так, все везде работает. Что, в принципе, не может не радовать. Итак, напоминаю, что если есть кому что сказать, пожелать, возразить, просто-напросто берем и пишем в чате под видео. Донат отправляем по донатной ссылке, если чат может быть прочитаю, может быть нет прочитаю, то все отправлено через донат будет зачитано, озвучено и все такое подобное. Также через донатную ссылку можете вставить и показать всем нам какой-нибудь клип, видеоролик. Единственное требование, вернее, два требования. Это чтобы ролик был короче 10 минут, и за это придется заплатить немного больше, чем просто за обычный донат. Хотя, смотря какой донат вы привыкли делать. Также вы можете позвонить через WhatsApp, Viber, Telegram. И тоже просто так с вами поговорим. Вас никто не видит, номер телефона засвечивать не буду. Ну а просто включу громкую связь, поставлю телефон сюда под микрофон и будете разговаривать, а я буду отвечать. Получится такая, ну, с позволения сказать, беседа. Также напоминаю, что есть конкурс для тех, кто смотрит все это на Boosty. В самом низу есть ссылка на конкурс, переходите на страницу, на этой странице пишите, как лучше, по вашему мнению, можно улучшить этот стрим. Без разницы от того, хотите вы сделать что-то в техническом плане, что-то в визуальном плане, без разницы. Но что-то достойно того, чтобы это можно было озвучить. Эти сообщения не будут попадать на экран. Перед следующим стримом я посчитаю, перепишу всех в таблицу, все комментарии оттуда, с той страницы, где вы все это оставляли, удалю. И, соответственно, с начала нового стрима начнется новый этап конкурса. А те, кто попадет в таблицу, в прямом эфире просто-напросто возьмем и разыграем.
Так как все это происходит на Бусти, то есть вы все должны будете заплатить минимум 50 рублей за подписку. Ну и, допустим, вас решило принять участие 10 человек. 10 человек заплатило по 50 рублей, 500 рублей. И где-то 400 рублей я отправлю победителю. Примерно как-то так. Почему отправлю меньше? Ну, потому что, например, что Бусти не отправляет всю ту сумму, которую вы заплатили мне. Она берет свою комиссию. Также комиссию придется заплатить мне еще раз, когда я буду отправлять ее вам. Ну и отсюда и выходит такая ерунда, что даже если я решу отдать все деньги, которые получил, получится немного меньше. И опять же, на то, чтобы сделать то, что вы порекомендовали, нужны будут какие-то финансы. Например, чтобы улучшить звук, нужен будет, ну, как минимум, усилитель для микрофона, как максимум усилитель для микрофона и еще один микрофон. Вернее, не еще один, а заменный. То есть все это стоит и стоит достаточно дорого, поэтому как ни крути, а придется открыть. Совета наподобие того, что вот я купил себе видео какую-нибудь камеру, которая стоит 500 рублей, и у меня с нее хороший звук, хорошее видео, не прокатывает. Потому что не прокатывает. Ну а теперь потихоньку полигонку переходим к вопросам, которые вы нас задали. Вопросы вы можете задавать во время стрима, воспользовавшись донатной ссылкой. Тогда это точно будет, этот вопрос обсужден сразу после его получения. Если стрим уже закончился или еще не начался, под видео есть ссылка «Задать вопрос» или же той же самой донатной ссылкой. Все просто. Ну а первым вопросом идет: Apple опровергает заявление ФСБ о встроенных дырах в свою систему. Ну, в принципе, все это означает не о том, что Apple не делала встроенные дыры, а о том, что она услышала сообщение ТАСС о том, что ФСБ обвинила ее в этих самых встроенных дырах. Представим просто-напросто такую простую ситуацию. Представитель АНБ, Агентства национальной безопасности, вызвал себе пару-тройку директоров. Не тех, которые там будут сегодня показывать и рассказывать, какую новую iOS они сделали, какой новый iPhone мы увидим, какой новый компьютер они нам приготовили, а тех, кто на самом деле владеет Apple. И сказали: ребят, значит так и так. Ваша компания несет убытки в связи с санкциями, то есть вы не получаете денег от России, Белоруссии и все тому подобное. Вот если вы сейчас сделаете в новый iOS какую-нибудь ступеньку, через которую мы можем спокойно, легко перешагнуть и получить доступ к телефону вашей компании,
посмотреть список контактов, посмотреть отправленные смс-ки, дать ему команду, чтобы он эти самые смс-ки через какой-нибудь интернет отправлял на определенный сервер, место, локации, прочее, всякое разное интересное, то мы вам, например, 25% от этих убытков будем возмещать. Если же нет, ну, у нас свободная страна, и поэтому нет, так нет. Через недельку к вам придет одна комиссия, проверит ваши магазины пожарной безопасности. Через 2 недельки придет комиссия, которая проверит ваших бухгалтеров. Через 3 недельки придет еще одна комиссия. Ну и посмотрим, останетесь ли вы довольны всем произошедшим. Хотя после любой комиссии вы можете позвонить по определенному номеру телефона и сказать, что да, мы подумали и решили, что пора комиссии прекращать, и мы согласны. И все. Будет ли об этом компания Apple объявлять на каком-нибудь средстве массовой информации вслух, громко? Я думаю, что нет. Сейчас наш ФСБ ее обвинила, и даже если бы там были одни большие дыры, Apple бы все равно заявила бы, что нет, ничего подобного там нет. А если есть, то оно получилось случайно, и они не виноваты. Просто так оно само по себе вышло. Поэтому говорить особо здесь нечего. Следующий вопрос — это Вагнер против Ахмата. Если честно, я не вижу никакой склоки Вагнера против Ахмата. Как выразился правитель. Не вижу никакого конфликта между Пригожиным и Кадыровым. Да, у Пригожина немного понесло планку. Он обнаружил саперов, которые минировали дорогу, по которой он должен был отводить свой Вагнер из Артемовска. Саперы оказались подчиненными Министерства обороны. Пригожин, соответственно, сделал вывод, что Министерство обороны просто-напросто хочет его подставить и весь оставшийся в живых Вагнер взорвать на этих людях. Через какое-то время, во время разминирования, обнаружился пьяный подполковник с кучкой людей, которые начали стрелять по Вагнеру. Всех взяли. Полковник заявил, подполковник, то, что он все это сделал, потому что был пьян. Ну, еще немного личной неприязни. Кто-то где-то зачем-то вступился. Кого-то где-то зачем-то понесло. Как такового реального конфликта я просто не вижу. Да, Пригожину не нравится, что в Белгородской области Министерство обороны не может нормально разогнать диверсионную группу украинцев. Например, только сегодня прочитал пост Кадырова, где он точно так же недоволен, а предлагает вместо Министерства обороны отправить туда специально подготовленных чеченцев, которые имеют опыт в борьбе с террористами, знают, где искать, как искать и что делать после того, как найдут. В чем конфликт? Я думаю, что конфликта как такового нет.
Да, если бы речь зашла бы о депутатах каких-нибудь, я бы сказал, что да, скоро выборы и просто напоминает о своем существовании. Но в данном случае думаю, что выборы здесь ни при чем. Но, может быть, точно так же какие-то политические баллы, не знаю зачем тут надо, набирать. Если бы был конфликт, ну просто представьте, 3-4 кучки отмороженных людей, вооруженных оружием, автоматами, пистолетами, пушками, танками, и все тому подобное. И вот они между собой начали что-то выяснять, какие-то отношения. Ну, это было бы через интернет, или просто кучка налетела на кучку, сначала первая покрошила вторую, потом третья первую, потом четвертую, пятую. Скорее всего, именно так и было. А здесь просто сидят в телеге и друг на друга крошат батон, как говорили в старых фильмах. Тем временем задают вопрос и сообщают, что после попадения российской бомбы на здание, где размещалась украинская разведка, никто не видел господина Дуданова. Ну, за персоналиями украинской страны я особо не слежу. Так, где-то что-то в новостях попадается, обращает внимание. Не попадается, не обращает внимания. Но этого самого Буданова и еще пару-тройку персонажей уже 2-3 месяца ищут. И то где-то всплывают, то где-то пропадают. Ну, лично я никаких предположений делать не буду. Лично я думаю, что если бы Буданова взорвало там бомбой, об этом бы уже сообщили, выпустили бы какую-нибудь марочку, устроили бы танец группы боевого ГБК. А может быть и не устроили. Не знаю. Время немножко пройдет и посмотрим. Может быть, станет известно, а может быть, просто все забудут такую фамилию, как Буданов. И также пришло сообщение, которое будет последним, о том, что Дугин важная шишка. Сразу хочу оговориться, всех философов современности я считаю обычными пустотрепами, которые разговаривают на тему, которую на данный момент остро, и зарабатывают на этом кто деньги, кто политические баллы, кто кому это помогает книжки продавать, кому-то что-то еще. Какой-то реальной пользы данные персонажи не оказывают, не делают. И господин Дугин не исключение. Если вы не согласны со мной, то можете, если вы сейчас смотрите, можете написать, что он конкретно сделал. Если вы смотрите уже после окончания стрима, можете написать в комментариях, где вы там смотрите стрим, ВК Лайв, ВК Плей, YouTube, Boosty, что конкретно этот персонаж сделал. Лично я вижу просто обросшего персонажа, который рассказывает нам что-то там про вред
про Антихриста и еще про всякую средневековую ерунду. Про великий русский путь, великое состояние русских мужиков. Он откуда знает. Недавно читал один пост тоже про этого Дугина. И там автор открытым текстом заявляет, что если в наше время кто-то начинает рассказывать про Антихриста, то этого персонажа просто нужно загнать в черный список, чтобы больше никогда не читать и не видеть. Потому что средневековье давным-давно закончилось. И приводит небольшой пример. Если бы Петр I вместо европейских наук обозвал бы их деянием какого-нибудь антихриста, то до сих пор бы все сидели на заваленке, грызли бы семечки и пахали бы плуг. А может быть, уже и не пахали. Как мне скажет другая кучка людей, пили бы баварское пиво. По той простой причине, что сначала бы в 1812 году захватили бы французы, а потом уже в 1941 году захватили бы немцы. Да, Дугин является для своих фанатов важной шишкой. На практике для 90, не знаю, может быть 5% населения нашей страны это незнакомые фамилии. Некоторые слышали про него, и то слышали не про него, а то, что на его выступлении, вернее, после его выступления взорвали его дочку. И все. Поэтому, если сравнивать, кто его ценит и кто его даже не знает, важной шишкой я бы его не назвал. Собственно, как-то вот так. Ну и по поводу киносериальной части. Сегодня киносериальной части не будет. За прошедшее время, да, смотрю несколько сериалов, но пока не досмотрел, и сначала досмотрю, а потом уже расскажу, стоит, не стоит. По той простой причине, что первые 3-4 серии интересные, а потом все свалится так, что даже смотреть не достанет. Поэтому сначала досмотрю, а потом расскажу. И плавно переходим к распаковке. Как-то оно вот так. Распаковывать сегодня будем всего лишь навсего банан. Когда делаю запись распаковки, все время забываю повернуть микрофон, и поэтому голос моего не слышно. Слово совсем. В этот раз, чтобы изредка всякие пробуркивания не проскакивали, обработал видео, удалил звуковую дорожку, потому что все равно ничего не слышно. И буду озвучивать уже сидя сейчас перед вами, ну а вы, соответственно, смотрите распаковку. Вот начинаем мы эту распаковку делать. Разрываем пакетик, из пакетика достаем другой пакетик. И вот такая панама цвета хаки.
В целом все нормально, пошито хорошо, нитки не торчат, запахов, которым свойственно появляться из китайских посылочек, нету. Ну, в общем и целом, Панамы я доволен. Вот я вспомнил, что нужно повернуть микрофон, но было уже поздно, поэтому слушай дальше. Да, Панама вся мятая, ну, пришла в плоском виде, поэтому надо ее немножко отпарить, чтобы приобрела нормальный. А в целом и в общем более чем доволен. С этими очками немного... Я привык вот так шапку носить на затылке. Но если я одеваю на затылке, то дужки очков упираются в Панаму. И некомфортно, поэтому приходится вот так. Зато если я буду носить ее так, солнышко не будет светить в глаза, и Панама сделает свое дело, для которого она и предназначена. Как-то оно вот так. Ссылка на Панаму. Без всяких кэшбэков. Ну, прямая ссылка на Алик. Внизу стоит недорого, цветов, не помню, то ли 5, то ли 6. От белого, хаки, и потихоньку-полегоньку, темнее и еще темнее до черного цвета. То есть найдете, если заинтересовало, любой подходящий цвет. Ну а сегодняшний стрим завершаю. Как видим, сегодня никто из украинских друзей к нам не пришел, и стрим заканчивается за 30 минут. Чуть больше. Вот как-то так. А тем временем могли бы еще поговорить, посмеяться над каким-нибудь больным чатом с той стороны. Заодно бы проверил кнопочку, а то в моей программе должна работать кнопочка «Заблокировать пользователя», а ее, вернее, она есть, но почему-то в прошлый раз не сработала. Ну все. Сегодня понедельник. Где тут у меня календарь? И 9 числа в пятницу мы снова с вами встретимся на следующем 26-м выпуске. Все. Всем пока. А стрим будем считать завершенным.